Я приветствую вас, друзья! Сегодня я вас приглашаю в очень интересное и реальное место под названием Матрица Пробуждения. Но пойдете ли вы со мной, зависит только от вас. Я всего лишь предложу вам выбор. Синяя таблетка – пойти со мной, и красная – забыть и скипнуть это видео навсегда. Выбор остается за вами. Я всего лишь предлагаю узнать правду. Привет, я Томас Андерсон. Как и многие из вас, я работаю с компьютерами. Мне нравится ощущение свободы, которое испытываешь, выходя за рамки ограничений реального мира. Но экран компьютера — это еще и зеркало, в котором отражаемся мы сами, решения, которые мы принимаем, и мир, который мы создаем. Они же ставят перед нами вопросы. Почему мы делаем тот или иной выбор? Почему мы отдаем предпочтение А вместо Б? Откуда вообще берется осознание того, кто мы и чего мы хотим? Выберешь красную таблетку, и я покажу тебе, насколько глубока эта кроличья нора. Все нереально. Что есть реальность? Как определить ее? К примеру, я не могу точно сказать, что я здесь делаю. Я помню только, как проснулся сегодня с мыслью, что должен прийти сюда. Что мне важно? Спрашивать людей. Как мы отличаем реальное от нереального? Привет, я Киану Ривз. Более 20 лет назад я впервые исполнил роль Тома Андерсона в первом фильме трилогии «Матрица». Эти фильмы заложили основы цифрового кинематографа, позволившего создать сцены вроде замедленного полета пули. Тогда ходило много разговоров о том, как цифровые технологии повлияют на кино и повествование в целом. Работая в индустрии, где актеры стараются навеки сохранить свою молодость, мы начали задумываться о цифровой внешности, которая сможет существовать вечно. Привет, я Кэрри Энн Мосс. Я играла Тринити в фильмах серии «Матрица». 20 лет назад мы задавались вопросом, сколько пройдет времени, прежде чем мы научимся менять тела и лица. Так же легко, как меняем одежду. Нам было интересно, что станет с личностью человека в полностью цифровом мире. И что будет значить реальность, если мир, который мы создадим, будет неотличим от настоящего. Вау, просто вау! У меня не то, что олдскулы свело, а вернулась частичка моей души. Кстати, Киану сам признавался, что очень рад вернуться к роли Нео и частенько поностальгировали и хватит. Сегодня я хотел бы вам рассказать и поделиться своим мнением о том, что произошло на минувшей The Game Awards. А именно, там показали технодемку «Матрица Пробуждения». Она сделана на игровом движке Unreal Engine 5. Так вот, я в нее поиграл, она мне очень сильно понравилась. Но формально это часть промо-кампании к Матрице Воскрешения. Поэтому я решил разобраться, где тут реальность, а где очередной маркетинговый ход. Ах, да, ребят, пока не забыл, все владельцы консоли могут бесплатно потестить ее. Ссылочку я оставлю в описании. Давайте для начала разберемся, что это за движок. Я тут немного поумничаю и постараюсь вам вкратце объяснить, что это за технология. Демо, которое вы сейчас видите на своих экранах, создано на Unreal Engine 5. Его же используют Fortnite, Stalker 2 Heart of Chernobyl и Hellblade 2. Lumen – технология трассировки лучей. Раньше для того, чтобы осветить сцену, использовали различные источники света. Грубо говоря, художники ставили повсюду невидимые фонарики, направляя их лучи на нужные объекты. Теперь источник света один, а движок высчитывает, как лучи отражаются от разных поверхностей. Так получается более реалистичная картинка, но каждый отскок пучка света больно бьет по ресурсам вашей системы. Lumen, благодаря сложной системе оптимизации, позволяет сохранить все преимущества трассировки лучей.
мощностей, экономя память видеокарты. Ранее существовали опасения, что технология Nanit применима только к статическим объектам, но в демо все машины сделаны при помощи нее. Тем не менее, технология применяется только для твердых объектов. К примеру, Nanit не используется только для создания прохожих. У окружения в демо большая дальность прорисовки. Мир отображается стабильно, незаметны переходы между уровнями детализации. Нет подгрузок, которые характерны для игр с открытым миром. В сцене погони может показаться, что все переворачивающиеся машины просто проигрывают заранее созданную анимацию. На самом деле, физика и поведение автомобилей просчитывается каждый раз по-новому. События происходят по единому сценарию, но детальная реализация всегда отличается. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. MetaHuman – технология, позволяющая быстро создавать реалистичных персонажей. Настругать одинаковые модельки с чуть отличающимся цветом одежды можно было и 30 лет назад. Благодаря MetaHuman можно создавать детализированных, качественно анимированных героев, которые при этом будут существенно отличаться друг от друга. Благодаря потрясающей графике и цветокоррекции, идеально имитирующей палитру оригинальной матрицы, легко запутаться, где игра, а где кино. Разработчики беззастенчиво пользуются нашим замешательством, совмещая кадры из фильма с современными рендерами. Вот здесь, например, два Neo — это 3D модели, в реальном времени обсчитываемые движком, а Morpheus прямиком из 99-го года. Хер отличишь, правда? Ну и последний физический движок, позволяющий в реальном времени рассчитывать сложные взаимодействия объектов. Например, сминание ткани, взрывы машин и тому подобное. Также в демо есть система ИИ, которая управляет передвижением огромного количества пешеходов и машин. Чтобы добиться этого и не слишком перегружать железо, система просчитывает поведение ИИ, основываясь на удаленности от камеры игрока. Для близких NPC пересчет происходит на каждом кадре, для далеких раз в несколько кадров. Система ИИ учитывает и запоминает NPC. Если игрок отвернется от группы людей, убежит, а потом вернется к ним, то там будут все те же персонажи. Старые не исчезнут, новые не появятся из воздуха, как это было в Cyberpunk 2077. Но вот все круто. Но почему сейчас и с Матрицей? Революцией такую технологию нельзя назвать. Все те же Assassin's Creed Valhalla прекрасно справляются с открытым миром. А The Last of Us 2 вообще мастера. Все, что касается лицевой мимики, передачи эмоций, и справляются они без нового движка. Так вот вопрос, в чем прикол? Это прям троллинг от индустрии получается какой-то. Мы вам показали, как могут выглядеть игры. Но так как вы цепляетесь за старый пастген и любите донатить во всякое говно, вот вам Fortnite на движке Unreal Engine 5. Мое мнение таковое. Это часть промо-компании к фильму «Матрица Воскрешения». И все. I'm sorry. Да пошли ты его нахуй! Кто он вообще такой, блядь? Да подойдите к нему впятером, дайте ему пизды, блядь! До тех пор, пока разработчики не оставят старое поколение консолей, о новой графике можно забыть. Те же PlayStation 4, Xbox One, они тупо не поддерживают новую графу. А разработчики не хотят терять прибыль от Fortnite, Overwatch и других игр. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Поэтому новую графику нам ждать, ой, как не скоро. Главное, с чем поможет Unreal Engine 5, это экономия времени. Один гигантский город вместо сотен отдельных сцен. Множество персонажей, сделанных конвейером MetaHuman. Качественная физика, уже заложенная в движке. И мощная система освещения, в которой достаточно поставить один источник света. А дальше движок разберется сам. Технология не сделает за человека игру, но точно поможет сократить рутину, чтобы разработчики могли сосредоточиться на творчестве.